Чем именно занимаются промышленные дизайнеры? Какие новейшие технологии используют профессии? И какое конкурентное преимущество имеет профессия промышленный дизайнер перед другими креативными нишами? Об этом сегодня. Сегодня о профессии промышленного дизайнера поговорим с Марией Степановой. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите подробнее о направлении промышленного дизайна. Что оно из себя представляет? Если коротко и просто объяснять, все вещи вокруг нас в той или иной степени созданы промышленными дизайнерами. Интересно, что в обществе бытует мнение, что это делают только инженеры или только какие-то другие специалисты, но нет, дизайнеры пробираются во все элементы создания объектов, они влияют на среду и создают все предметы от чайной ложки до автомобиля. Данная профессия действительно кажется очень перспективной. Расскажите, какие компетенции получит студент во время обучения? Каждый студент ориентирован на проектную работу. Это принцип работы школы дизайна НИУ-ВШ. Мы проходим все этапы от постановки задачи, включения эмпатии, то есть понимания потребностей вашего клиента, через исследования, через тесты. Они переходят к разработке определенных объектов, учатся эскизировать, моделировать, визуализировать, понимают, как устроены материалы, для чего они применяются, какие есть технологии. В общем, становятся универсальными специалистами, генералистами. Я очень люблю говорить, что промышленный дизайнер — это своего рода джокер среди дизайна, потому что он прекрасно понимает и как устроен брендинг, и как устроены коммуникации, может создать графическое сопровождение для проекта и вбирает в себя понемногу от разных представителей дизайнерской деятельности. Давайте поговорим больше об актуальности профессии. Какова востребованность специалистов на рынке труда? Сейчас профессия переживает свой расцвет в России. Долгое время понятие дизайн не существовало. В советское время это называлось техническая эстетика, и профессия не была настолько популярной. Считается, что у нас индустрия относительно молодая. Но при этом, если смотреть перевод слова «дизайн», это проектирование, конструирование. Сейчас бизнес особенно стал понимать, как важно создавать свой продукт, улучшать его по всем направлениям, учитывать потребности производства, эстетику, желания потребителя, исследования. И именно для этого все больше нанимают промышленных дизайнеров, понимают, что это конкурентное преимущество. И буквально сегодня утром я заходила на HeadHunter, и там просто огромное количество новых вакансий, людям нужны выпускники, людям нужны сотрудники, и это очень радует. Давайте продолжим разговор о профессиях. Какие профессиональные направления есть у выпускника после обучения? То есть куда он может пойти работать? Да. Профессиональные треки есть. Тут тоже максимально широкое поле возможностей представляется. Как я говорила, выпускник получает широкий спектр навыков, и он может пойти в какую-нибудь смежную специальность, я тоже это не исключаю. Многие начинают работать успешные графические дизайнеры, просто понимая, что им это ближе. Кто-то уходит в исследование, то есть каждый из этапов проектирования может стать самостоятельной профессией. Например, есть специалисты по цветофактурным решениям, то есть те, кто выбирает материалы для предмета, паттерны, работает на нюансах и не занимается всей его разработкой, формой, технологией и так далее. То есть он глубокий специалист только в этом направлении. Если выделить траектории, то специалист может пойти на фриланс и самостоятельно работать. Приветствуется также удаленная работа. Сейчас довольно гибкая ситуация в профессии. Он может пойти in-house дизайнером в какой-то из брендов. Например, крупные компании, такие как Яндекс, МТС, Сбер, основали свои отделы разработки девайсов и ищут туда дизайнеров. Или можно пойти в студию, и мне кажется, это один из самых интересных форматов, потому что тут точно не грозит какая-нибудь болезнь Альцгеймера, ты каждый день занимаешься чем-то новым. То есть в этой профессии никогда не будет рутины. Ты сегодня разрабатываешь, не знаю, стул, завтра какой-нибудь космический аппарат, ты должен в кратчайшие сроки углубиться в эту тему, понять, чем живут люди, которые это используют, в какой среде это существует. И это жутко интересно, ты как будто проживаешь тысячи жизней внутри одной профессии. Звучит очень интересно. Расскажите, почему именно в вышке стоит начинать этот карьерный и академический путь? Потому что мы одна из лучших школ. Спасибо большое за этот прекрасный рассказ о профессии. Было очень интересно. Спасибо вам. Мы ждем вас на направлении предметного и промышленного дизайна в школе дизайна НИУ-ВШ.
Поступайте в вышку, здесь вы будете работать вместе с лучшими специалистами из индустрии, получите максимально насыщенный опыт и классную профессию. Удачи! Поступайте в вышку! Даже и не знала, что промышленный дизайн можно назвать профессией будущего. Как классно, что именно ее можно изучать вместе с ведущими специалистами прямо в вышке. Приемная кампания в самом разгаре. Успевайте подавать документы.